Приветствую всех, кто решил посмотреть мой видеоролик, особенно приветствую всех своих подписчиков. И вначале пару слов о том, чтобы ввести вас вообще в курс дела. Значит, смотрите, какая ситуация. Я у себя в гараже своими силами пытаюсь отремонтировать машину. И в данный момент нужно проверить на герметичность соединения седло-клапан. Да, конечно, можно было бы попробовать пролить клапана с помощью керосина, ну или там на крайний случай бензина, но я решил пойти по-другому. Но я решил воспользоваться проверкой с помощью вакуума. У меня давно в гараже лежал без дела компрессор от холодильника. И вакууметр, по-моему, или как он правильно называется, в общем, прибор, с помощью которого можно мерить разряжение в выпускном коллекторе бензинового двигателя, который сейчас, в свою очередь, у меня разобран. Я, в свою очередь, решил подружить один и второй прибор между собой. Но все дело у меня уперлось в так называемую присоску. Я нигде не мог отдельно купить присоску для того, чтобы можно было подсоединить к своей самоделке. Искал я, в общем, эту присоску и на Озоне, и просто в интернете. Ну, в общем, нигде не смог ее отдельно купить, так, чтобы вот отдельно от прибора. Я имею в виду отдельно от прибора того, который используется на СТО в качестве проверки соединения седло-клапан на вакуум. Я имею в виду вот этот вот прибор. В общем, думаю, надо же, наверное, как-то выкручиваться, надо же как-то проверить клапана, да, седло-клапан соединения. Смотрите, что нашел на Озоне. Силиконовая прокладка, опять же от сантехники, так же как и элементы пескоструйного моего пистолета. Тоже, кстати, можете посмотреть видеоролик про пескоструйный пистолет. Так вот, вот эта вот силиконовая резинка, она очень мягкая. И при этом она не рвется. То есть я так посмотрел, думаю, она идеально подойдет для моей присоски самодельной. Также пришлось обратиться в фирму, где вот занимаются 3D-печатью. Знаете, вот эти вот отливают, печатают, в общем, на 3D-принтерах из пластмассы всякие детали. Ну вот я обратился в одну из фирм, они мне напечатали вот такую вот деталь. И, значит, благодаря этой фирме, что хочу, кстати, сказать большое вам спасибо, если вы меня смотрите. Кстати, им дал ссылку на свой канал. Вот, и, значит, они мне напечатали, и сейчас буду я проверять вот эту вот головку. И опять же, да, почему я все-таки решил проверять клапана с помощью вакуума? Потому что с помощью вакуума можно одновременно проверить соединение седло-клапан, его надежность, и проверить, в каком состоянии маслосъемный колпачок. Проливкой клапанов вы состояние маслосъемных колпачков не проверите нормально. Так, смотрите, включаю компрессор. И сразу же подсоединяем присоску. Проверка осуществляется, грубо говоря, за считанные секунды. Вот, кстати, почему я выбрал еще вот именно этот способ проверки. Потому что этот способ быстрый, в отличие от проливания клапанов. Пока вы тут все прольете, ну, это очень много времени уйдет. Ну, условно много, да. А смотрите, с помощью вакуума, как это все быстро происходит. Когда вы проверяете клапана с помощью вакуума, хороший компрессор от холодильника может создать разряжение гораздо большей величины, чем работа мотора на холостом ходу. Когда работает мотор на холостом ходу, условно у него, если отталкиваться от этого прибора, разряжение находится в пределах зеленой зоны. А хороший компрессор может создать разряжение, которое дойдет до 70 сантиметров ртутного столба. Вот у меня как раз таки практически компрессор может развить такой вот вакуум. Смотрите, к чему все это я вам рассказал. Если создать разряжение при проверке клапанов равное, ну, к примеру, 70 сантиметрам ртутного столба, и в этот момент нанести на маслосъемный колпачок масло, и если получится так, что оно не засосется под уплотнение между маслосъемным колпачком и ножкой клапана, то масложора
по маслосъемным колпачкам у вас точно не будет при работе двигателя, так как разрежение, которое создает компрессор от холодильника, гораздо выше того разрежения, которое создается на холостом ходу. Я же в свою очередь знаю только пару моментов, когда на бензиновом двигателе может разрежение доходить до максимального значения. Это в момент при газовке на холостом ходу, когда стрелка вакууметра доходит до критического разрежения, которое вообще может создать двигатель. Или же, когда вы едете с горки на холостом ходу, получается, на механической коробке передач, то есть, когда у вас повышенные обороты, дроссельная заслонка закрыта, и вы, получается, катитесь с горки на холостом ходу. То есть, вот только в этих случаях может быть подойти разрежение в опускном коллекторе к максимальной его величине. Во всех остальных случаях у вас разрежение будет меньше, чем то, которое может создать при испытании компрессора холодильника. Долгая, конечно, какая-то получилась вступительная речь, хотелось поменьше, но тем не менее мне нужно было, так сказать, выговориться, чтобы вас ввести в курс дела. А сейчас мы приступим к испытанию, к проверке клапанов на герметичность. Проверку, пожалуй, начнем с выпускных клапанов. Ну вот, где-то 62 сантиметра ртутного столба. Запишем эти данные. 62. Здесь прошла до 60 сантиметров. Они пойдут как сумка. Выпускной клапан уже будет. Может 66 мм выпускного столба. Пришла до 66 мм выпускного столба. Помечаем. А в качестве итога можно сказать следующее. Что не всегда нужно покупать какие-то дорогостоящие приборы, чтобы выполнить ту или иную операцию у себя в гараже. Иногда можно и обойтись и самоделкой, которая довольно-таки неплохо покажет, в каком состоянии у вас находится соединение седло-клапан и в каком состоянии у вас находятся маслосъемные колпачки. В первой части видео по дефектовке мотора, разборке дефектовки, я вскользь как-то упомянул о том, что можно, не разбирая мотор, определить, в каком у вас состоянии находится направляющая клапана. Конечно, лучше всего разобрать головку, поднять ее, продефектовать ее в разобранном виде. Это без сомнения, тут спора нет. Но есть один способ, который хотя бы даст вам представление, в каком сейчас состоянии находится направляющая клапана. Смотрите, пятно контакта между ножкой клапана и гидрокомпенсатором. Ну, сейчас у меня под рукой гидрокомпенсаторов нету. Я вам покажу просто пятно контакта на ножках клапанов. Смотрите, оно находится строго по центру. Благодаря вот этому пятну контакта можно понять, в каком состоянии у вас находится направляющая. Изношена она или же нет.
Если пятно контакта будет смещено в сторону, то, скорее всего, ось вращения клапана у вас уже изменена, то есть в сторону ушла. Сейчас проверю выпускные клапана на люфт, но я вам заранее скажу, что у меня люфта на выпускных клапанах нету ни на одной, ни на второй головке. А почему на выпускных буду только показывать? Так как они более термонагруженные, и поэтому направляющие на выпускных клапанах или сами стержни клапанов изнашиваются быстрее, чем впускные. Клапана я выдвинул на сантиметра 3 где-то, даже больше, чем надо. Там вроде на 1 сантиметр надо выдвигать, в мануале написано, но я выдвинул на 3 сантиметра. Давайте проверим их на люфт. А сейчас вопрос тебе, дорогой мой зритель. Скажи, тебе понравилось то, что ты увидел в данном видеоролике? Была ли тебе эта информация полезной? Напиши в комментариях. Скажи, а хотел ли бы ты узнать, как проверить плоскость ГБЦ в гаражных условиях, не прибегая к покупке дорогостоящей поверочной линейки? Ты думаешь, это в гаражных условиях невозможно сделать? А я скажу, возможно. Даже еще Билан пел когда-то такую песню: «Все невозможное возможно, знаю точно». Так вот, если ты хочешь узнать, как проверить достоверно плоскость ГБЦ, не прибегая к покупке дорогостоящей линейки, подписывайся на мой канал, пиши комментарии, ставь лайки, а я позже сниму видео. Но что-то мне подсказывает, что этот способ проверки плоскости ГБЦ вас немного шокирует. Хотя кто знает, кто знает.